Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу вас познакомить еще с одной книжечкой из моей библиотеки. Книжка называется «Искусство мужского вязания». Значит, автор Торстен Дюит. Здесь есть несколько моделей мужской одежды, как она вяжется. Больше, я так понимаю, что человек, который эту книгу писал, естественно, он мужчина и вязал мужчина. Поэтому он знает все необходимые потребности мужского характера, да, что им больше нравится. И поэтому я заодно покажу вам одну модель из этой книжки, и мы ее подробно разберем. Да? Я уже вязала из этой книжки одну вещь. Это вот шапочка. Такая вот шапочка, если кто смотрит мой канал, наверное, помнит эту шапочку. Она довольно интересная, да? Если вам нравится, я оставлю еще ссылку в описании вот на эту шапочку. Она у меня уже мастер-класс есть, связана. А сегодня мы с вами разберем вот эту модель. Значит, здесь она в темном цвете, не очень хорошо видно. Значит, еще раз попробую показать поближе, да? Она, значит, на любителя. Ну, может, кому-то понравится. Видите, здесь, потом я еще покажу поближе, здесь по кокетке сделано другим рисунком на рукавах. Тоже окончание рукава тоже связано ажурным узором, да, таким сеточкой. На манжетах тоже есть эта сеточка. А по краю связано жемчужным узором. И сделано с разрезом. И вот эта модель темная, которую я буду с вами разбирать, вот этот рисунок покажу, да, здесь сзади связан более длинный, так называемый хвост. Вот мне это не очень нравится, да, поэтому на любителя, как хотите. Но вот если вязать одной длины и полочку, и спинку, я думаю, будет красиво смотреться. Потому что вот второй свитер, он связан по одной и той же выкройке, да, здесь все логично и просто. Здесь тоже есть разрезы. Значит, тоже здесь жемчужный узор по краю и по рукавам. И используем два цвета. Ну, так вот. Это простенький. Вот здесь я хочу именно остановиться больше на этом узоре. Вот, посмотрите, еще у меня есть вот такая фотография. Может, здесь больше будет видно, да? Вот здесь вот, я думаю, что поярче видно. Вот именно на кокетке вот такой симпатичный узор сделан. Я думаю, как для летнего свитера это имеет место быть. И я думаю, что это будет красиво. Поэтому сейчас я вам покажу выкройку. Вот я распечатала выкройку из этой книжки, чтобы вам в помощь она была. Если вы захотите связать, да. Вот, значит, сделана такая выкройка. Даны 3 размера. Если видите, да, вот и там, где 3 размера, это значит на размер М, Л и XL. На российские 48, 50 и 52. Значит, там, где 3 размера, значит, они все 3 разные. Там, где 1 размер, они подходят для всех 3. То есть, где одна цифра для всех 3 размеров. Также вот здесь вы видите, да. И вот здесь дан вот этот разрез. Можно связать вот такой короткий. А можно вот эту длинный хвост связать. Но я повторяюсь, мне он не очень нравится. И когда вы вяжете разрез, вот здесь по низу идет жемчужный узор. И потом здесь вверху из 4 петель еще продолжается немножко жемчужный узор на высоту разреза. В общем, получается окантовка разреза вот таким жемчужным узором. И по полочке, и по спинке. Вот. И вот выкройка рукава еще. Тоже, чтобы можно было вам его связать. Вот видите, вот этот кусочек сверху, 8 сантиметров, он начинается, вяжется уже вот этим рисунком, которым я сейчас вам покажу. Вяжется он несложно, и мне кажется, что рисунок очень симпатичный. Вот, посмотрите, я связала образец. Вот, посмотрите, как он смотрится. Очень красиво. И он несложный, этот образец, этот узор, да. И мне кажется, его можно использовать не только на мужских изделиях. Мне кажется, замечательно. Вот такой вот кардиган можно связать длинный, да. Он тоже будет очень красиво смотреться, потому что вязка такая вроде бы ажурная, и в то же время она довольно плотная. Вот. А как это достигается, я вам сейчас покажу, да. Значит, раппорт этого узора всего 5 петель и 2 ряда. Ничего сложного нету. Значит, вот этот у меня образец связан. Я вам покажу еще. Я связала специально на белом, чтобы было больше видно, лучше видно, как этот узор выглядит. Потому что на фотографии все-таки темный узор, там не очень хорошо видно. А вот светленький, вот посмотрите, как он красиво смотрится. Значит, сейчас мы с вами свяжем вместе образец. Я покажу, как он вяжется. Вот я набрала на спицы
15 петель плюс 2 кромочные. Это, значит, у нас будет 3 раппорта по 5 петель и 2 кромочные. Значит, как он вяжется? Так, кромочную я снимаю, естественно. Теперь, значит, попробуем сделать. Сейчас я поближе сделаю, чтобы было лучше видно, и мне было бы легче вязать, да? Вот смотрим. Значит, у нас 2 следующие петельки, мы их провязываем вместе. Я вяжу классика, еще раз повторюсь, наверное, все знают, кто смотрит мой канал. Значит, мы провязываем 2 петельки вместе классикой. Потом делаем накид. Потом 1 петля лицевая. И после нее делается накид. Получается, как бы в раппорте посерединке идет 1 лицевая, по краям идут 2 накида, и первые 2 петельки вместе, и вторые 2 петельки вместе, чтобы вот эти 5 петель сохранялись. Но вот вторые 2 петельки, они не провязываются 2 вместе, как в начале, а делаются вот по-другому. Вы берете следующую петлю, просто снимаете, как будто вот вы ее собираетесь провязывать. Вот вы ее снимаете, не провязывая. Потом 5-ю петельку из раппорта вы провязываете лицевой, и вот эту предыдущую просто накидываете. Все. Вот этот наш раппорт. Опять, еще раз повторюсь, значит, 2 петельки мы провязываем сначала 2 вместе, потом делаем накид, чтобы количество петель не изменилось. Потом провязываем лицевую, опять делаем накид, и вот эти петельки из 2 мы делаем 1, только другим способом. Мы первую из них просто снимаем, вторую я провязываю лицевой, и вот эту, которую мы сняли, через нее протягиваем лицевую, которая у нас была провязана. Вот, это 2-й раппорт. И еще раз, еще 1 раппорт. Опять 2 петельки вместе, потом накид, лицевая. И вот эта петля очень важна, да, вы ее вяжете классикой, значит, вы просто как будто вы их собираетесь вязать, вот так, как вы вяжете. Не вводите вот сюда, да, тогда будет по-другому ложиться петля, будет не очень красиво. А также, как будто вы ее собираетесь провязать, вот, но не провязать, а просто снимаете. И потом следующую петельку провязываете лицевой. И вот эту петлю через нее протягиваете провязанную. Все. Никаких сложностей здесь нету, а получается очень красиво. И кромочная. 2-й ряд этого раппорта, тут всего 2 ряда, да? 2-й ряд раппорта вяжется просто изнаночными петлями. И за счет этого, за счет простоты, да, вот я думаю, что этот узор смогут освоить все. Он несложный, он вяжется очень просто, а смотрится, вот я, честно говоря, тоже я не ожидала. Вот я вот увидела описание, думаю, надо же, как это все. А вот попробовала связать, и я сама удивилась, насколько красиво это все смотрится, да. И причем я думаю, что это можно использовать не только для, повторюсь, не только для мужских изделий, да. Посмотрите, ну здесь еще не видно, да, всего 2 ряда я связалась. Но я опять вернусь к своему образцу связанному. Посмотрите, как красиво это все смотрится. Вот. Так что, пожалуйста, кому нравится, используйте. Я буду очень рада, если смогла вас зацепить этим узором и сподвигнуть. Может, вы свяжете своему мужчине вот такой красивый джемпер к лету. А на сегодня все. С вами была Светлана. Пока-пока. До новых встреч.